Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в Кардемониум. Это первый выпуск, и в нем вы увидите матч по Pokemon TCG между мной и моим другом Драконом. Этот матч был сыгран еще в прошлом сентябре, сразу после того, как я купил 6 бустеров в дополнение к моему XY Trainer Kit. Это были американские карты, поскольку тогда я даже не подозревал, что у нас в России снова станут их выпускать. Открытие бустеров и сама битва были показаны в прямом эфире через Ustream. Но даже если вы увидели ее еще тогда, сейчас вы увидите ее в гораздо более интересном виде. Теперь о том, какие карты участвуют в этой битве. Большая часть карт здесь из сета XY. Половина XY карт взята из стартового набора XY Trainer Kit, другая половина из бустеров. Также здесь присутствует немного бейс-сет карт из самого первого стартового набора, но о нем я расскажу в отдельном выпуске, а сейчас немного про XY Trainer Kit. На момент покупки он стоил всего $7, то есть всего 250 рублей. Это шикарная цена за такой комплект, поскольку в нем содержится следующее. Две полуколоды по 30 карт. Одна основана на новом фейри типе, другая на психическом. Также есть монетка. Моя бедная уже вся стерлась, но на ней изображены стартеры региона Калус. Также есть показатели урона, к сожалению, они уже картонные, не пластиковые, как раньше, хотя когда это было. И также есть поле для игры. Видимо, из-за экономии отдельной книжечки с правилами здесь нет. Все правила написаны прямо на обратной стороне поля. На самом деле это жутко неудобно, потому что во время битвы их не посмотреть, но тем не менее само поле достойно. Также есть вот такая милая коробочка на одну колоду, то есть 60 карт. Это XY Trainer Kit. Что насчет бустеров, видео с их открытия у меня, к сожалению, не осталось, но это все равно уже старые базовые карты. Сейчас уже вышел 4-й экспеншн для XY Призрачные силы, поэтому смысла возиться с базовыми картами нет. Тем более вы увидите многие из них в действии. Давайте же перейдем к этому самому действию. Ну что ж, битва начинается. Сразу же ко мне на скамью попадает Феникин, но я оставляю лучшее на потом, и первым выходит Видл. Дракону же выпадает Снуббул. Может, по его виду и не скажешь, но он может быть довольно серьезным противником. Но, к счастью, у меня тоже есть один. У Видла пока нет энергии, он не делает ничего. Мне попадается Фейри энергия, но ни одной травяной. Поэтому Видл просто остается ждать тумаков. И, похоже, долго их ждать не придется. Снуббул эволюционирует в Гранбула. Теперь у меня большие проблемы. Но эволюция продолжается. Теперь у меня есть Брейзен, но до сих пор нет травяной энергии. Однако я могу зарядить Снуббула. Но у дракона тоже не оказывается нужной энергии, он вынужден пропустить ход. Мне же попадается энергия. Не травяная, но темная, но с ней я могу отправить Видла в безопасность. И выходит заряженный Снуббул. И сходу делает хедбат. Что ж, игра наконец началась по-настоящему. Дракон тем временем обзаводится Иви. А также решает, что Фейри Энерджи он будет дожидать слишком долго. Поэтому Гранбул отправляется на скамью. Какая трата энергии, но она могла бы превратиться в трату покемона. И Иви дебютирует со своим Surprise Attack. Описание Surprise Attack гласит: бросьте монетку. Если выпадет орел, то вы бесполезный дурак, вы не делаете урона. Однако дракон словил решку, поэтому бьет моего Снуббула на 20. Похоже, скамья запасных может скоро стать слишком горячей для Видла, потому что теперь туда садится еще и Чармандер. А Снуббул в лучших традициях футбола бьет головой, еще на 20 урона. Но удачный сюрприз атак от Иви он получает сдачи ровно на эти же 20. Чармандер разъярен такой наглостью и эволюционирует в Чармелеона. А Снуббул продолжает пользоваться головой. Теперь оба покемона на грани. Но у Снуббула 70 HP, в отличие от Иви, у которого 60, поэтому он выдержит больше, чем одну сюрприз атаку, которая к тому же зависит от монетки. К дракону тем временем приполз Видл, а что он с ним будет делать, я не представляю. Эй, Поушен, почти вся твоя работа головой Снуббул прошла даром. И у дракона также есть травяная энергия. Мне не нравится, как это выглядит. Помимо этого, еще и мои карты в руке выглядят безнадежно. К счастью, Иви, по крайней мере, промахивается своей сюрприз атак. Но у меня есть тренер Шона. С помощью нее я смогу вмешать все свои карты из руки в колоду и получить новые. Надеюсь, что это будет более удачный расклад. Мне попадается Саблай, покемон довольно полезный, и вы увидите почему. И также к нему находится сразу темная энергия. Снуббул уже еле держится, поэтому его я лучше приберегу. А Саблай выйдет и покажет свою полезность. Атака Филч не делает урона, но позволяет взять еще одну карту. Я хочу воспользоваться этим, чтобы наконец получить энергию. Однако удача улыбается дракону, и он получает нужную энергию. А Иви все продолжает налетать со своим сюрприз-атаком. Но, к счастью, я получаю больше энергии, и этого достаточно, чтобы сделать атаку Rip Claw.
Помимо 30 урона, она может содрать с противника Энерджи, что в данном случае остановит Иви от его бесконечных сюрпризов. Но случится ли это, решит монета. Что ж, энергию с Иви содрать не удалось. Он остается с ней и использует ее, чтобы отправиться обратно на скамейку. Его заменяет Гранбул, и ничем хорошим для меня это точно не закончится. А конкретнее это заканчивается хедбатом на 30. В отчаянной попытке остановить Гранбула Саблай делает Рипкло. Но, увы, Гранбул остается со всей своей энергией. Мало того, он становится еще опаснее. И теперь он делает дабл стомп на 50 урона. Саблай, разумеется, этого не выдержит. Брейзен выходит на поле и пытается спасти ситуацию. С одной неогненной энергией я могу воспользоваться только всевидящим оком. Это значит, я смогу посмотреть верхние 3 карты в моей колоде и расположить их в любом порядке. Гранбул не мелочится и сразу делает дабл стомп. Мало того, что эта атака снимает 50 изначально, дракон также имеет право кинуть 2 монеты, за каждую решку мне добавится 20 урона. То есть максимально эта атака может нанести 90 урона, что больше хп, чем у Брейзен. К сожалению, это и происходит. Что ж, мне срочно нужны энергии. Я использую покедекс, который дает сделать мне примерно то же, что и всевидящее око, но с 5 картами. Я рассматриваю их и, кажется, нахожу что-то полезное, но до использования этого полезного нужно еще дожить. Может быть, мне поможет Саблай, который попался мне в руку. Его атака Филч позволяет взять еще одну карту. Но сколько проживет этот Саблай, я не знаю, потому что Гранбул и его Дабл Стом продолжают издеваться над моей командой. К счастью, в этот раз он снимает лишь 50. А я получаю некую новую надежду на спасение. Правда, не замечаю, что Квилл 1 не базовый покемон, и я не могу его использовать. Тем не менее, Саблай со своим Рипкло значительно повреждает Гранбула. У него остается всего 20 HP. Однако Поушен восстанавливает 20 назад. Хорошо, что это Поушен из бейс-сета, который лечит всего 20, а не 30. Но так или иначе я в беде, потому что Гранбул остается при всей своей энергии и может запросто растоптать всех моих остальных покемонов. А у Саблая нет шансов выстоять даже перед хедбатом. Что ж, он попытался. И тут я наконец понимаю, что Квилл 1 не Чеспин. Ну, тогда будет Пансейдж. Его Вайн-Ви поднимает всего 10, но надо с чего-то начинать. Снова дабл стомп. Нокаут. Видл. Лив Манч. Вы видите, какое это издевательство? Дракон решает, что выносить моих покемонов с одного удара уже не интересно, и делает хедбат на 30 HP. Тем временем у нас кончились дэмэдж каунтеры. Игра теперь требует денежных вложений. А я решил завести себе Эконса. Хотя чего мелочиться, лучше сразу Арбока. Я делаю Лив Манч. 10 копеек тебе. У Гранбула остается всего 10 хп. Но Видл, естественно, долго не продерживается. Тем временем я остался абсолютно без энергии. Любой покемон, которого я сейчас выпущу, станет пушечным мясом. Поэтому я выбираю самого живучего, Арбока с его 90 хп. Арбок выходит и не делает ничего, потому что энергии нет. Переживет ли он очередной дабл стомп? Пережил. Мне даже попался Нойбат и Нойверн. Но толку от них никакого, потому что у меня до сих пор нет энергии. Тем временем у дракона абсолютно противоположная ситуация. Черт, в его руке уже столько энергии, что это нездорово. Пора обратиться к врачу. Дракон снова решает пожалеть меня и делает хедбат, оставляя Арбака с 10 HP. Я беру карту, и мне попадается очередной покемон, который даже не помещается на скамейку. Арбак отправляется в нокаут, и у меня последний шанс. Ну что ж, вот он, последний стойкий деревянный солдатик. Но атака Астониш не наносит урона. Она лишь позволяет выбрать одну из карт с руки противника и заставить его положить ее обратно в колоду. Но моя проблема далеко уже не в руке дракона. Если бы я только мог сделать что-то с этим Гранбулом. Зачем-то под конец к дракону приполз Данспарс. Даже эта жалкая фиговина хочет посмотреть на то, как меня унижают. Нет, кажется, фантом по конец. Хедбат? Ты серьезно думаешь, что я еще могу выиграть? Или ты просто издеваешься надо мной? Давай, фантом. Еще одна энергия. Но на хук нужно 3 энергии. Это конец.
Вот так и прошла наша битва. А мораль сей басни такова: тщательнее перемешивайте свои колоды. Потому что даже если вы набрали в колоду достаточно карт энергии, если они не выпадут вам вовремя, вы можете оказаться в затруднительном положении. Да пребудет с вами энергия. Увидимся в следующем выпуске Кардемониум.